Всем привет! В этом видео вы увидите мастер-класс по вязанию такого пледа. Плед связан квадратами, соединенными между собой крючком с эффектом 3D. Связать его можно из разной пряжи. Я вязала из пряжи Alize Lanagold 800. В 100 граммах здесь в некоторых цветах 730, где-то 800 метров. Я сейчас это все подробно по цветам расскажу и по расходу, и по тому, сколько метров. И вязала крючком 3 миллиметра. А состав этой пряжи 51% акрил, 49% шерсть. Пряжу эту я получала из интернет-магазина «Пряжа Су». И под видео в описании, а также в закрепленном комментарии вы найдете информацию по промокоду. Промокод Надя83 дает 5% скидку на весь ассортимент пряжи в интернет-магазине «Пряжа Су». И также ссылка на интернет-магазин и конкретно на вот эту пряжу. Вы сможете посмотреть все цвета, которые я покупала, также выбирала там. Значит, по цветам и по расходу я сейчас подробно расскажу общие, параметры. Длина пледа у меня получилась 190 сантиметров, ширина 150. Если говорить по квадратам, то 12 на 15 квадратов. И общий расход на весь плед, вот он такой большой, он у меня просто здесь весь, конечно же, не поместится. Общее количество пряжи у меня ушло 820 граммов. А теперь я скажу по цветам. Сначала мотки. Сколько у меня было задействовано мотков? Здесь 6 цветов. Белого, его больше всего, так как им еще и обвязка делается. У меня было 3 задействовано мотка. Светло-серый — это пепельный меланж 1, серый 1 и черный, бордовый и красный по 2 мотка. И теперь я скажу по номерам и по расходу каждого цвета. При этом нужно учесть, что не все сейчас мотки, не все цвета идут с метражом 800 метров на 100 граммов. В данном случае у меня получилось, что, так, по-моему, бордовый, сейчас скажу точно. Один только цвет у меня 800 метров на 100 граммов, а остальные 730. Так, 730. 800 это бордовый цвет. Остальные все по 730 граммов на 100 метров на 100 граммов. И конкретно я высчитала, сколько у меня ушло каждого цвета. Значит, белый номер 55 ушло 250 граммов. Светло-серый пепельный меланж номер 684 ушло 70 граммов. Серый номер 21, около 100 граммов, совсем небольшой остаточек там остался. Черный номер 60, ушло 120 граммов. Бордовый номер 57, 130 граммов. И красный номер 56, 150 граммов ушло. Ну, я вот так округлила, там где-то 148, допустим, я писала 150, там 127 я писала 130. Ну, в общем, вот такие значения у меня получились. Сам плед вяжется очень просто. Квадраты вяжутся по принципу бабушкиного квадрата. Начинается вязание от угла и, наращивая по 2 сторонам, получается вот такой квадрат. Все я подробно показала, как вязать, как соединять, как это делала я. Есть разные варианты. Я показала, как я именно в этом пледе это делала. Каждого цвета, белого здесь получается, начинаем с белого, он вяжется как квадратик, а затем по 2 сторонам, как я сказала, наращиваем квадрат. Каждый цвет вяжется по 2 ряда. 2 ряда, 1, 2, 3, 4, 5. По 2 ряда каждого цвета, ну, в том числе и белого. Каждый квадрат вяжется отдельно, а соединение этих квадратов безотрывное. То есть вот начинаем с первого квадрата одним мотком, поэтому заранее нужно, чтобы белых было 2, одним вы будете соединять, с одного начинать. А в общем, вот я сказала, всего
250 граммов вот этого белого ушло, то есть 50 граммов осталось от белого мотка. Поэтому, в принципе, справиться с таким пледом может любой, кто умеет вязать столбики с накидом и воздушные петли. Очень все просто вяжется, и вы сможете это посмотреть. Как соединять мотивы я также показала. И еще я обвязала вот один ряд. В общем, изначально там, когда мы присоединяем мотивы, у нас левая сторона и нижняя сторона остается без обвязки, а правая и верхняя, она уже с обвязкой. И после того, как закончили последний мотив, соединяем левую и низ, и вот после этого я провязала еще один ряд по кругу, тоже так же по принципу бабушкиного квадрата, то есть по краю у меня 2 белых ряда получилось по всему полотну. Можно обвязывать любым способом, любым узором, не обязательно как бабушкин квадрат, можно здесь ажуром каким-то, если нравится, обвязать. Ну, в общем, вариантов много, и можно не 2, а несколько рядов белых обвязывать, если так хочется. Я обвязала, мне показалось этого достаточно. В общем-то, это вся информация, а дальше я предлагаю вам посмотреть сам процесс вязания этого пледа. Вязание квадрата начинается с кольца. Короткий конец нити вот так вниз и делаем кольцо вот так. Ввожу крючок в это получившееся кольцо и вытягиваю рабочую нить. 3 воздушные петли подъема, заменяющие первый столбик с накидом. И вяжу еще 2 столбика с накидом. Значит, делаю накид на крючок, ввожу крючок в кольцо, вытягиваю рабочую нить, протягиваю через 2 петли на крючке и еще раз через 2 петли на крючке. Это столбик с накидом. И еще один такой же столбик с накидом. Получилась группа из 3 столбиков с накидом. Таких групп должно быть 4 в первом ряду, и между ними 2 воздушные петли. 1, 2. Вяжем еще раз 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные. Еще раз. 1 столбик с накидом, второй, третий. Кольцо, если растягивается, можно подтянуть, потянув за короткий конец нити. Итак, у меня связано 3 группы, еще одну. Так, после 3-й группы делаем 2 воздушные петли и еще раз 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные петли и присоединяюсь к 3-й воздушной петле подъема в начале ряда. Ввожу крючок, вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую петлю. Теперь мне нужно перейти вот сюда, в центр под воздушные петли. Для этого я ввожу крючок в следующую петлю, вытягиваю нить, протягиваю через предыдущую соединительный столбик, в следующую также петлю соединительный столбик и в центр под воздушные петли также соединительный столбик. И начинаю вязать второй ряд отсюда. Вот это кольцо уже можно затянуть. Потянуть за короткий конец нити и затянуть. Вот первый ряд. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема, заменяющие первый столбик с накидом, и еще 2 столбика с накидом. 1,
2. Итого группа из 3 столбиков. 2 воздушные петли. И сюда же, под эти же воздушные петли, еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Получился вот такой веер. Таких вееров тоже должно быть в этом ряду 4. Под каждые воздушные петли. Между ними воздушные петли уже не делаем, только вот здесь в центре веера. Сразу же перехожу в следующую арку из воздушных петель. Провязываю такую же группу, то есть 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Продолжаю. Под следующую арку из воздушных петель провязываю такой же веер. 3 столбика. Все столбики здесь вяжутся с накидом. 2 воздушные. 3 столбика. 1, 2, 3. И остается одна группа. Также под арку из воздушных петель 3 столбика, 2 воздушные, сюда же 3 столбика. И присоединяюсь соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю подъема в начале ряда. Еще раз вот так закреплю нить и обрезаю. Два ряда связано, и на этом белый цвет закончен. Беру следующий, светло-серый у меня цвет, и начинаю вязать. Вот здесь я закончила. Вот с этого края. Ввожу под воздушные петли крючок, вытягиваю нить, провязываю 3 воздушные петли подъема, заменяющие первый столбик. И сюда же, в эту же арку, вот так я прокладываю сюда эту нить, еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. И здесь остается только группа из 3 столбиков. И дальше все вяжется вот в эти арки под воздушные петли. Снова перехожу в следующую арку под воздушную петлю. Вернее, не воздушная петля, а здесь же нет воздушных петель. Расстояние между тройками, оно вот так обозначается, его видно. Воздушные петли у нас только в углах. Итак, в следующую арку перехожу и провязываю сюда тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И получается, боковая сторона сейчас состоит из 2 групп по 3 столбика с накидом. А следующая это уже угол. Вот здесь угол это где есть воздушные петли. Где нет воздушных петель это стороны. Так как я перехожу в угол, то в этот угол я вяжу такой же веер. Под воздушные петли провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше в боковую сторону провязываю под следующую вот эту арку
3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И в следующий угол, вот сюда, тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Первый ряд провязан. То есть дальше мы будем вязать только вот эти две стороны поворотными рядами, туда-сюда. Вот эти две стороны остаются свободными. Их мы вязать не будем. Продолжаем наращивать квадрат, провязывая две стороны. Каждый цвет по 2 ряда. Итак, первый ряд светло-серого цвета провязан. Переходим на второй ряд. 3 воздушные петли. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И вот сюда в первую арку провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующую арку также 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше идет угол. В угол вяжу веер. 3 столбика. 2 воздушные. Сюда же 3 столбика. 3. Дальше перехожу на боковую сторону. В следующую арку 3 столбика с накидом. В следующую тоже 3 столбика с накидом. И так же, как в начале ряда я начинала вот с одного столбика, в самый последний, над самым последним столбиком провязываю 1 столбик с накидом. Закрепляю нить, обрезаю и вытягиваю. Этот цвет тоже готов. Вот так 2 ряда. И сейчас здесь видно, что у нас есть угол и по 2 тройки с каждой боковой стороны. И дальше так и будет каждый цвет вязаться по 2 ряда. Увеличиваться будут боковые стороны, каждый цвет на 1 тройку. Давайте провяжем еще один цвет. Сейчас у меня был светло-серый, теперь я возьму темно-серый. Итак, беру следующий цвет и начинаю вязать также с первой арки. Ввожу крючок в первую арку, так же, как я вязала светло-серый цвет. Вытягиваю нить, 3 воздушные петли подъема и в эту же арку еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Первая тройка связана. В следующую арку тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую арку 1, 2, 3. И вот уже боковая сторона состоит из 3 групп троек. Дальше у нас угол, поэтому вяжем веер. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Переходим на вторую боковую сторону и также вяжем 3 тройки. В первую арку 3 столбика. В следующую арку 3 столбика. И в последнюю.
Вот сюда также 3 столбика. То есть все то же самое, что сейчас я показывала на светло-сером цвете, только за счет того, что мы вот здесь начинаем вязать тройки, то каждый новый цвет прибавляет 1 тройку. Вяжем второй ряд, тоже так же. 3 воздушные петли, разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем под каждую арку по 3 столбика. Под первую арку 3 столбика. Под следующую арку 3 столбика. И под следующую арку 3 столбика. Вот, 3 группы провязали. Дальше веер в угловую арку. 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. И переходим на боковую сторону. В первую арку 3 столбика. В следующую арку 3 столбика. И в следующую арку 3 столбика. И последний столбик в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Провязали, закрепили, обрезали, вытянули. Вот связано уже 3 цвета: белый, светло-серый и темно-серый. И дальше все повторяется точно так же. Вот возьмем полный квадрат. Сейчас я провязала вот темно-серый цвет. Дальше присоединяюсь черный и начинаю тоже так же с первой арки. И здесь уже получается в черном 1, 2, 3, 4 угол 4. Провязываю второй ряд черным, так же как я показала, перехожу на бордовый цвет. Здесь уже будет 1, 2, 3, 4, 5 угол 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю второй ряд, перехожу на красный цвет. И здесь уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 угол 1, 2, 3, 4, 5, 6. На этом я закончила. То есть каждый цвет после белого вяжется по 2 ряда, и в первом ряду каждого цвета прибавляется 1 тройка. Всего у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветов, и по боковой стороне в последнем цвете по 6 троек. После того, как провязали последний цвет, нить оборвали, и вот эти квадраты оставляем. Можно их вязать сразу несколько, можно каждый квадрат связали, продолжаем присоединять. Как присоединять эти квадраты, я сейчас буду показывать. Я располагаю квадрат так, чтобы белый вот этот угол был в правом нижнем углу. И начинаю первый ряд. Первый ряд присоединений квадратов отличается от всех предыдущих, все остальные будут как второй ряд. И начинаем присоединение вот отсюда, с правого нижнего угла. Присоединять я буду все квадраты белой нитью. И поэтому вот беру правый нижний угол и начинаю с него вязать. Вязание такое же, как и в предыдущих рядах, то есть под все арки вяжем по 3 столбика. Вытягиваю нить и провязываю для начала 3 воздушные петли, заменяющие первый столбик.
Дальше в эту же арку еще 2 столбика с накидом, чтобы получилось 3 столбика. Подтягиваем. Вот первая арка. Дальше в следующую арку также 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. В следующую арку тоже 3 столбика с накидом. Ну, в общем, в каждую арку по 3 столбика с накидом. Так вяжем до угла. 3 столбика, в следующую 3 столбика. Здесь уже получается по боковой стороне вот эти боковые столбики, но их видно. Как бы отверстия, их видно. Вот они. Вот следующая арка, 3 столбика. В следующую арку 3 столбика. В следующую 3 столбика. И вот пришли мы к последней арке. Вот она. В нее вяжем веер, чтобы развернуться на следующую боковую сторону. Вяжу 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и в эту же арку еще 3 столбика с накидом. Вот. Одна сторона провязана, перехожу на вторую боковую сторону и все то же самое. Под каждую арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Следующую. Дальше еще 3 столбика. Следующую арку 3 столбика. Следующую. Три столбика. Следующую тоже 3 столбика. Перед углом последнее. И перехожу на вязание угла. В угловую арку вяжу веер. 3 столбика. 2 воздушные петли. 3 столбика. Итого я провязала одну сторону веер, вторую сторону веер и перехожу на вязание третьей стороны. Также в каждую арку провязываю по 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую арку 3. Следующую 3. Еще 3 столбика в следующую арку. Следующую тоже 3. Предпоследняя 3. И в последнюю арку тоже вяжем только 3, не веер. Это веер здесь, но вяжем 3. То есть на третьей стороне заканчиваем вязание 3 столбиками. Вот так, как у нас было расположено, я провязала первую сторону веер, вторую сторону веер и третью сторону. Закончила 3 столбиками, не веером. Дальше
присоединяю. Вот эта нижняя сторона, она пока остается не обвязанной до конца присоединения всех квадратов. Правая сторона и нижняя сторона, они обвязаны не будут. Будет только правая сторона обвязана. И берем следующий квадрат и прикладываем его точно так же. То есть вот белая сторона в правом, белый вот этот край, правый нижний угол. То есть вот так нам нужно присоединить этот квадрат. Все квадраты должны вот так лежать. Начинаем. Вот у нас закончилось вот здесь присоединение, и нам нужно вот здесь соединить. Поэтому я ввожу крючок вот сюда, в правый нижний угол. Так. И вот эту нить, которая была, давайте вот так приложу их изнаночными сторонами друг к другу. И вот эту нить, которую я вытянула, сюда ввожу. И теперь вот у меня конец нити, где я закончила. Мне нужно начать вязание вот отсюда, присоединение вот отсюда. Я ввожу крючок в эту петлю, откуда закончила присоединение. И теперь вот так их можно сложить, чтобы было удобно. Вот так изнаночными сторонами друг к другу. И начинаю вязать с белого угла. Накид на крючок. Ввожу крючок в белый угол и провязываю 3 столбика. Первый, второй, третий. Вот у меня начало, вернее, конец предыдущего квадрата. И в первую арку ввожу крючок. Вот так. Вот. В первую арку с изнаночной стороны ввожу крючок, вытягиваю нить и протягиваю через петлю на крючке. Давайте вот так буду показывать. Вот. Присоединились первые тройки. И продолжаем все то же самое. В каждую арку 3 столбика и присоединяемся в арку предыдущего квадрата. Вяжем по аркам. В следующую арку 3 столбика. Раз, два, три. И снова вот я в предыдущую арку присоединилась. Вот оно, присоединение. Теперь в следующую арку, также с изнаночной стороны, ввожу крючок, вытягиваю нить и продолжаю вязать. В следующую арку 3 столбика. Раз, два, три. Снова присоединяюсь. Вот оно видно, вот здесь я присоединилась, значит к следующей мне нужно присоединиться соединительной петлей. И то же самое продолжаю. 3 столбика в следующую арку по тому квадрату, который я сейчас присоединяю. И эту тройку тоже присоединяю к следующему квадрату соединительной петлей. И вот что получается. Вот так они присоединяются. Продолжаем. Вяжем, получается, по лицевой стороне, присоединяемся по изнаночной. В следующую арку 3 столбика. Раз, два, три. В следующую арку присоединяем соединительным столбиком. Еще в следующую арку 3 столбика.
Следующую арку предыдущего квадрата присоединяем. Еще раз вот сюда 3 столбика, следующую арку. Присоединяемся к следующей арке соединительным столбиком и в угол вот сюда. Вот я пришла уже к углу, провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь вытягиваю нить. Итак, ввожу крючок вот в этот угол и эту нить, которую вытянула, сюда протягиваю. Вот так. Две воздушные петли и сюда же, откуда я сейчас вязала 3 столбика, провязываю еще 3 столбика. 1, 2, 3. И вот что получилось. Одну сторону мы присоединили и переходим на вязание второй и третьей стороны. После этого присоединяем следующий квадрат. Пока провязываем так. Но я, наверное, сейчас провяжу за кадром уже, потому что это я уже не раз показала, чтобы не терять время. В каждую арку вяжем 3 столбика и вот сюда в угол веер. Провязываем до угла по 3 столбика, веер. И вот эту третью сторону, так же, как я сейчас вот здесь показала. В каждую арку 3 столбика, в том числе в последнюю арку. Так я провязала вот сюда, в последнюю тоже 3 столбика, так же, как вот здесь. И все последующие квадраты, какие вы хотите, в ширину, присоединяются так, как именно в первом ряду присоединяется так, как вот этот второй. Снова прикладываем вот так же квадрат. Также белый цвет в правом нижнем углу. Прикладываем изнаночными сторонами друг к другу и начинаем вязать с белого угла. 3 столбика. 1, 2, 3. И присоединяемся к первой арке с изнаночной стороны предыдущего квадрата. И продолжаем. Я уже не буду весь этот квадрат показывать, потому что это все повторение. Все то же самое. Присоединяются все последующие квадраты этого ряда первого, как второй квадрат. Провязываю эту сторону, присоединяюсь, а дальше обвязываю эту сторону, веер, эту сторону, заканчиваю. Третий квадрат заканчиваю вот здесь. Давайте я сейчас провяжу первую за кадром, вот эту, как я уже вот здесь показала, первую сторону, присоединяюсь, разворачиваюсь на верхнюю сторону и вот здесь в конце подключусь. Так я присоединила первую сторону и обвязала вторую сторону. В последнем вот здесь тоже не веер, а 3 столбика в центр веера. И подведем итог первого ряда. Первый квадрат вот так, как я показала, по 3 сторонам. Второй квадрат присоединяем одну сторону, 2 обвязываем. Третий квадрат, все остальные, вернее, квадраты присоединяются вот так, как второй, а последний квадрат ряда, когда вы связали необходимое вам количество, вот последний квадрат обвязывается так, одной стороной привязывается и вторая сторона обвязывается. И вот этот левый край, как я вначале сказала, левый край и нижний край, они пока будут без обвязки. Все остальные ряды правая сторона будет обвязана, верхний
край мы будем обвязывать, а эти все время останутся пока до конца обвязки пледа не обвязанными. Итак, вот присоединили последний квадрат первого ряда и переходим к присоединению второго ряда вверх. Квадрат располагаем так же, как и предыдущие квадраты. То есть белая часть, правый нижний угол. Они все одинаково располагаются. Вот так. Присоединили, вернее, приложили. И теперь мы начинаем именно вязание первого квадрата, второго и последующих рядов не с белой стороны, а вот здесь, так как нить у нас вот здесь, в конце. Также, как бы так удобнее показать, вот так тоже прикладываем изнаночными сторонами друг к другу и начинаем обвязывать точно так же. В первую арку провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Первая арка у нас это угол. И также с изнаночной стороны в первую арку вяжем соединительный столбик. Продолжаем. В следующую арку 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую присоединяем. Так. Вот так лучше, да, будет? Продолжаем. В следующую арку 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую присоединяемся. И так всю сторону. В каждую арку 3 столбика. Вот здесь оно ничем не отличается. Каждая сторона, в следующую арку присоединяемся. Каждая сторона присоединяется практически одинаково. Небольшие есть изменения. В основном это в боковых квадратах. Так, присоединяем. Сейчас я уже дойду до угла, уже не буду отключаться. 3 столбика. 1, 2, 3. Присоединяемся в следующую арку. Предпоследний 3 столбика. Присоединяемся в следующую арку. И вот последний угол. Также в него провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. Вытягиваю нить. Так. И теперь вот так лучше развернуть. Наверное, не видно, да? Вот так разворачиваем. Вот он угол. Мы же сейчас пойдем вот сюда вязать. Присоединили одну сторону, вытянули нить в углу, 3 столбика провязали. И вот здесь есть расстояние между двумя квадратами. Сейчас я вот так попробую показать. Вот так. Вот этот ряд, который мы соединяли, если немножко растянуть, то есть вот это расстояние. Так вот, между этими двумя квадратами последняя вот эта арка, я ввожу в нее крючок и вытягиваю вот эту нить рабочую. Так можно подтянуть и сюда протянуть. Здесь можно вязать воздушные петли, можно одну, можно 2 вязать. Ну, одну я провяжу. И продолжаем вязать в эту же арку еще 3 столбика. Откуда мы сейчас
вывязывали последние 3 столбика. И вот что получилось. Я присоединилась в угол вот сюда. Теперь осталось мне обвязать вот эту сторону. Вот я сейчас вот отсюда пошла присоединяться, присоединилась к этому квадрату, последнему квадрату первого ряда, к углу, и вот эту сторону просто обвязываю. В каждую арку провязываю 3 столбика. 3. Так присоединяется первый квадрат второго и всех последующих рядов. Именно первый квадрат ряда. А все последующие квадраты уже будут присоединяться так, как я сейчас покажу второй квадрат второго ряда. Сейчас я довяжу сейчас до угла. Итак, вот я присоединила первый квадрат второго ряда и присоединяю следующий квадрат. Располагаю его точно так же, как предыдущие квадраты, в таком же порядке. Белый угол, правый нижний угол. И присоединять начинаю вот отсюда. Ну, теперь вот так, красной стороной. Также прикладываем изнаночными сторонами друг к другу. И начинаем присоединение этой же нитью. Начиная от угла. 3 столбика. И также в первую арку соединительный столбик. И продолжаем. 3 столбика. В следующую арку соединительный столбик. Итак, присоединяем всю сторону до угла, что я сейчас делаю за кадром. Следующее присоединяем. Вот так. Присоединили первую сторону второго квадрата второго ряда. Вот он, второй ряд идет. И теперь присоединяемся также в центр. Также я нахожу вот здесь вот эта полоска между присоединениями. Вот сюда ввожу крючок и петлю. Вот последние 3 столбика провязала, петлю вытянула, и эту петлю сюда протягиваю. И провязываю, можно одну воздушную провязать для разворота, в эту же петлю угловую еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Таким образом мы присоединили квадрат, уже полный угол присоединен. Теперь дальше второй и последующие все квадраты, если первый присоединяется у нас к предыдущему ряду, первый квадрат второго и последующих рядов присоединяется к предыдущему ряду только с одной стороны, то второй и все последующие присоединяются по 2 сторонам. То есть вот первая и вторая, а третья сторона просто обвязывается. Сейчас мы присоединились к углу, провязали угол и присоединяемся теперь вот к этой стороне таким же способом. Провязали 3 столбика и присоединяемся к первой арке
после угла. Также с изнаночной стороны прикладываем и присоединяемся соединительной петлей. Вот он угол, первая арка после угла, присоединились. В общем, ну, все так же. И продолжаем присоединять теперь вторую сторону квадрата. Также в каждую арку 3 столбика и присоединение к следующей по ходу арке. 3 столбика в следующую арку. И присоединение к следующей арке. Вот так. Присоединяем этот ряд до конца. Так я присоединила вторую сторону. Вот первая, вторая. И также нахожу вот этот центр между белыми тройками. Ввожу крючок, рабочую нить сюда протягиваю, одну воздушную и продолжаю обвязывать третью сторону квадрата, уже не присоединяя ее ни к чему, так как к ней будет присоединяться следующий квадрат. Просто обвязываем в каждую арку по 3 столбика. Довяжу уже сейчас. Так, раз, два, три. И эта сторона, она вся состоит из вот этих троек. Это третья сторона второго и последующих квадратов. Вот последнюю арку тоже вяжем 3 столбика. И на этом этот квадрат присоединен. Итак, разворачиваем, как у нас идет по расположению. Все. Значит, первый квадрат, повторюсь, присоединяется по одной стороне, вторая обвязывается, второй и все последующие квадраты ряда присоединяются. Раз, вторая сторона, а третья обвязывается. Дальше все последующие также прикладываем в таком же порядке и присоединяем третий и все последующие квадраты, сколько вам нужно. И последний квадрат этого ряда вяжется так же, как все квадраты. То есть он здесь не отличается. Присоединяем его по первой стороне, по второй, а третью обвязываем. Итак, я присоединила последний квадрат. Также по двум сторонам, третью сторону обвязала. И дальше, когда закончили весь ряд, нам нужно пройтись по верхней части, снова прийти сюда. То есть начинали мы привязывание квадратов второго ряда вот отсюда. Поэтому нам нужно прийти, вот отсюда начинали привязывание этого второго квадрата, и нам нужно снова прийти сюда. Вот я последнюю сторону обвязала, 3 столбика сюда связала в последнюю, и здесь вяжу угол, 2 воздушные петли, сюда же еще 3 столбика, чтобы развернуться на боковую сторону. Теперь как провязываем вот этот ряд весь, в каждую арку по 3 столбика, довязываю до угла, в каждую арку по 3 столбика. Я провязала вот в каждую арку по 3 столбика.
и пришла к месту соединения квадратов. Перед вот здесь белым соединением еще вяжем 3 столбика. Здесь тоже как арочка такая образуется. Поэтому сюда вяжем тоже 3 столбика. И вот в это место соединения вяжу соединительный столбик. Ввожу крючок, вытягиваю нить и протягиваю. И перехожу на следующий квадрат также точно. Первую арку вот здесь после белого провязываю 3 столбика. И затем в каждую арку по 3 столбика. 1, 2, 3. И так весь ряд. В каждую арку по 3 столбика, а в центр, вот сюда, в центр соединения квадратов, соединительный столбик. Так провязываем весь ряд. Я довязала весь ряд, верх второго ряда, и дальше все последующие ряды присоединяются так же, как во втором ряду. Снова прикладываем сюда квадрат в таком же виде. Первый квадрат присоединяем по одной стороне, вторую обвязываем, и все последующие ряды присоединяем по 2 сторонам, третью обвязываем. Закончили третий ряд, 4, 5, 6. Как закончили ряд, присоединяем слева направо. Снова обвязываем, переходим в левую сторону и повторяем все как во втором ряду. Когда полностью все ряды связаны, закончено вязание, оно будет вот так же закончено, последний ряд обвязали, у нас остается необвязанной левая сторона и нижняя сторона пледа. И мы ее обвязываем точно так же, как сейчас обвязывали вот этот ряд. Вот закончили тройкой и вяжем сюда 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом, разворачиваемся на боковую сторону. А дальше, так как я сейчас показывала верхний ряд, в каждую арку по 3 столбика, но я уже не буду это снова показывать. Так, в каждую арку по 3 столбика, вот сюда между белыми столбик без накида. Опять в каждую арку по 3 столбика. Затем вот здесь на углу, чтобы развернуться, вот такой же веер. И переходим на нижнюю сторону пледа. И обвязываем точно так же. В каждую арку 3 столбика. Вот сюда между соединениями столбик без накида. И довязываем нижнюю часть до конца. Так я обвязала боковую и нижнюю часть и перешла к началу ряда. Здесь в конце мы заканчиваем обвязывать 3 столбика, 2 воздушные и присоединяемся к началу ряда. На этом можно закончить, а можно провязать сколько вам нравится рядов еще точно так же, провязывая в углах вязать веера, во все остальные арки по 3 столбика, в каждый угол веер. Если в первом ряду обвязки вот здесь в боковые мы провязывали столбик соединительный, то в последующих рядах сюда уже вяжем тройки. Вот сюда тройка и дальше. В каждую арку, и в том числе вот это место соединения, вяжем тройки. А в углах, как я сказала, веера. Это все. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Я желаю вам приятного вязания, хорошего настроения, всего самого доброго и до новых встреч!